Приветствую, друзья! Сегодня у нас речь пойдет об одном удивительном воблере 110 размера. Это у нас OSP Varuna. Varuna является младшей сестрой, пожалуй, более легендарной приманки OSP Rudra. Но по сути это абсолютно один и тот же воблер, как по своим характеристикам, так и по форме, только на 2 сантиметра короче. Но порой эти 2 сантиметра решают многое. Например, при ловле в очень запрессованных местах неактивной щуки очень хорошо сказывается на клеве смена рудры на варуну. Другими словами, работает правило «не клюет, уменьшай приманку». Ну, а поскольку я ловлю в регионе очень запрессованном спиннингистами, то варуна у меня в принципе работает даже лучше, чем рудра. Ну вот, ребят, смотрите. Просто взял, уменьшил размер воблера, кидал 130-м рудрой, поставил тот же самый по сути воблер, только 110 это варуна, в том же цвете абсолютно. И сразу пошли поклевки. 2 ударчика было, и потом еще поймался шнурок. То есть явно, значит, щука не особо активная, и уменьшение размера влияет на клев. Но кроме этого, рудра, пожалуй, лучше подойдет для большой воды, а в условиях небольших рек и водоемов предпочтение лучше отдать варуне. Но это мое личное мнение. Сразу скажу, что у меня есть как и оригинальный экземпляр, так и его копия от BR King. Но о нем поговорим немножко позже. Оригинал, кстати, сейчас стоит как крыло от самолета. Лично я свой покупал в магазине Max Fishing на Озоне. В общем, подгадал аукционную цену. Плюс еще и расцветка, видимо, была не особо популярная. Но я именно такую и хотел. Вообще в последнее время предпочитаю кислоту. Так что мне было не особо больно от этой покупки. Итак, это классический минноу с вытянутой и достаточно длинной формой тела и 3 крючками на борту. Спереди установлена достаточно широкая лопатка, с помощью которой он может заглубляться до 2 метров. Внутри организована система дальнего заброса. В связи с этим полет на забросе вполне приличный. Приманка среднешумящая, поэтому может как поднимать активную щуку с больших расстояний, так и, что важно, не отпугивать пассивную. Воблеру доступен широкий спектр анимаций, но лучше всего он приспособлен под рывковую проводку, она же твичинг. На рывках он выписывает широкий слайдинг, а на паузах аппетитно замирает в толще воды, слегка покачивая боками. Такую провокацию очень сложно игнорировать хищнику. Ух ты, что это? Заболел, что ли, не пойму. Что там такое? Что это за рыба? Удара вроде не было. Ну что-то прям такое увесистое. О, не, это щука. Хорошая щука, ребята.
Блин, а зацепилась хреновенько. Блин, в лодку чуть не запрыгнул. О, вот это монстр. А клюнула так аккуратно, без удара. Вот это, ребята, эмоции. О, стой. Просто адреналин зашкаливает. Вот это щука. Красотка. Вот это я понимаю. А сработала ОСП Варуна. 110. Я ж, блин, заикаться начал. Ух. Хороша, ребята. На 2 крючка попалась. Воблер, кстати, работает круглый год, даже зимой, по холодной воде, лишь бы эта вода была открытой. Хотя 110 размер я считаю не очень подходящим для ловли неактивной щуки, а зимой она по определению редко активная, но Варуна тут попадает в исключение. Она очень хорошо собирала хищника и в феврале, и в марте этого сезона. Опа. Всплеск чей-то. Опять. Какая-то щука там охотится. Погнала бель какую-то. Блин. Траву подцепил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Опа! Ничего себе, я выматывал, а она всадила. Травку подцепил. Вот тебе и раз. Нормальная щучка. Давай, плыви сюда. Блин, сейчас свечку будет делать. Стой. Стой, там 3 тройника. О, хорошенькая. Такая полторашечка, наверное. Заглотила. Интересно так получилось. Я видел, что она там охотилась. Но воблер попал в траву. И я начал выматывать. Блин, уже расстроился. И она среагировала. Блин, классно. Смотрите, какая. Как заглотила. Красотка. Воблер, кроме медленных и средних проводок, очень хорошо отзывается на ускоренные проводки. Особенно хорошо работает быстрая равномерка с небольшими паузами, такими сбоями. Тогда щука просто сходит с ума. Есть поклевка. Что-то есть. Что-то есть, говорю. Ой, хорошая. Боже, все в пиявках там. Просто капец. Ворона. А заглотила, так вообще капец. Капитально. Сколько тут пиявок на тебе, бедолага. Блин, в жабры попал. Тройниками.
красотка. Пиявок на ней просто тьма. Ух. Ну вот это, ребята, был бой. Щука, правда, хорошая. Ворона. Блин, такой воблер. Отличный. Честно говоря, не думал, что по такой холодной воде будет 110 отрабатывать размер. Но ничего, работает, оказывается. Что можно сказать о копии от BR King? Китайцы, конечно, очень постарались и приблизили свою модель к оригиналу. По крайней мере, внешне придраться не к чему. И покраска, и сами материалы сделаны очень качественно. Игра также довольно похожа. Этот воблер тоже ловит, но лично у меня на него поклевок меньше. Но тут, возможно, все дело в вере в приманку. Поскольку, когда у тебя в коробке лежит именитый оригинал и копия, то волей-неволей отдаешь предпочтение эталону. Но в любом случае оригинал не ловит в 3-4 раза лучше, чем его реплика по сравнению с их ценами. Так, попробуем копию вороны от BR King. В целом, воблер у меня является лидером на данный момент среди крупных минноw, так что могу его вам смело рекомендовать. А у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал в телеге. Там вы еще найдете больше информации и по приманкам, и по моей рыбалке. А у меня на этом все. Всем счастливо, всем пока. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.